Привет! Это проект «Азюльбиты». Сегодня мы находимся в историческом месте около Бранденбургских ворот. А мы, как азюлянты, как люди, бежавшие от террора, войны и репрессий, находимся здесь на акции в поддержку политических заключенных, чтобы узнать их мнение, что они знают о проблемах беженцев, что они знают о том, как быть беженцем, что они знают вообще о том, как быть нами, потому что мы азюльбиты, и мы тоже беженцы. Расскажите, пожалуйста, о себе, расскажите, пожалуйста, о вашей акции и где мы находимся. Добрый день, меня зовут Дарья Дадли, я волонтер движения «Демократия». Мы находимся сейчас с вами напротив посольства Российской Федерации в прекрасном городе Берлин и представляем здесь нашу передвижную выставку, которая называется «Заложники Путина», по-немецки «Путин's Geiseln». Здесь мы хотим рассказать о кейсах не только антивоенных россиян, которые прямо сейчас задержаны или находятся в российских тюрьмах и колониях, но и также о гражданах Украины, которых тоже сейчас уже очень много, которых сажали, начиная с 2014 года по разным надуманным мотивам, которые точно так же находятся в российских колониях. Вот эту тему мы здесь освещаем. Знаешь ли ты про новую волну иммиграции, знаешь ли ты про новую волну беженцев, и что ты вообще думаешь об этом, можешь об этом рассказать? Ну, во-первых, я сам беженец, я гражданин Российской Федерации, я беженец от России. Я прилетел в Германию 4 октября. Я общаюсь со многими сейчас людьми тоже из России, в частности, особенно из города Санкт-Петербурга. Очень многие сейчас переезжают тоже сюда. То есть это Нидерланды, Германия, Испания в основном направлении. Новая волна миграции, на самом деле, честно говоря, это был вопрос времени. Потому что, понятно, когда объявили мобилизацию, побежала миграция. Сейчас, значит, закон про отмену повесток. Это было вопросом времени, когда будет вторая, волна миграции. По поводу беженцев могу сказать, что здесь беженцев из России, на данный, по крайней мере, момент времени, им дается статус «Asylbewerber», то есть соискатель, собственно, азюль, соискатель убежища. Но не дается статус беженца, дается в основном дублинские отказы. Я не знаю, почему эта проблема так мало освещается, но факт остается фактом. Всем, мало у кого есть немецкая виза. Немецкую визу сделать трудно. Прилетают люди с какими визами? Финскими, польскими, испанскими, французскими, в основном. Ну вот я тоже с французской. Ну вот. Дается Дублин Abschiebung, значит, соответственно, и пытаются беженцев депортировать по местам выдачи визы. Почему эта проблема мало освещается, я не знаю, потому что если люди едут в Германию, да, значит, они, наверное, едут в Германию не потому, что им нечем заняться, а потому что Германия, это бундесканцлер Шольц сказал, что всех дезертиров, уклонистов от войны, да, россиян, всех примет. Вот все сюда и едут. Вот. По поводу акции могу сказать следующее, что, конечно, политзаключенных помнить надо всех. Не только Навального и не только Карамурзу и Чанышеву, нет. Помнить надо всех. Здесь далеко не все, здесь 13 плакатов, это малая часть. Да, сейчас в Берлин и вообще в целом в Германию приехало достаточно много россиян, не согласных и с политикой Путина в целом, и, естественно, с российской агрессивной войной против Украины. Все едут по разным причинам. Есть, конечно, оппозиционные деятели, политики, журналисты, деятели культуры, которые перебрались сюда при поддержке Германии по гуманитарным визам. Есть те, кто по политическим причинам подает на убежище. Есть те, кто едут, можно сказать, больше по экономическим причинам, либо просто потому, что не считают для себя возможным оставаться в России и в первую очередь не хотят участвовать в войне. Многие из них тоже подают на убежище. Его, к сожалению, далеко не всем дают, насколько мне известно, в основном дезертирам, но это буквально несколько десятков кейсов, которые были успешными до сих пор. Очень многим людям отказали, но в основном кейсы сейчас все еще находятся на рассмотрении. Это сотни кейсов, и мы пока не знаем, как все это закончится. Но поддержка вам, конечно. Да, конечно, знаю, безусловно, знаю. Но я скажу так, мы 23 числа, 23 сентября, когда вот все это, не все это, а новые,
понятно, да, то есть вот это как бы новый рубеж, да, был пройден, объявление могилизации, как ее принято называть. Вот, мы просто, стояли на ушах, я скажу так, потому что понятно было, да, к чему это приведет, что начнут люди бежать. Вот, мы сразу стали думать о том, как им помочь. Мы выпустили обращение к местному правительству, чтобы облегчить им, так сказать, приезд. Вот, потому что на самом деле статус беженца — это, конечно, не самый благоприятный вариант. Да, есть другие варианты. Гуманитарная виза, рабочая виза, вот какие-то такие вещи. Правительство Германии сразу тоже отреагировало, но правда на словах, да. Всем привет, меня зовут Елена, я представляю команду «Демократия». Мы организуем подобные выставки и различные мероприятия уже 3-й год, скоро будет. Я работаю в Центре для беженцев в Берлине, в Тегеле, и я сама из Санкт-Петербурга. Не знаю, что еще рассказать. Спасибо огромное. Как ты, наверное, уже ты уже упомянула, что ты работаешь с беженцами, поэтому что ты думаешь про последнюю волну иммигрантов? Что ты думаешь про последнюю волну вот этих беженцев, которые приехали сначала после войны, затем после объявления мобилизации? Как ты считаешь, что им нужно, чем им можно было бы помочь, и вообще какие у них есть потребности, и в чем главная проблема? Мы говорим про беженцев из России, правильно я так понимаю? Мы говорим про русскоговорящих беженцев. Поскольку я работаю именно с беженцами из Украины. И у них, наверное, все-таки немножко другие нужды, чем у людей, которые приезжают, которые бегут от мобилизации, например, да. Если говорить про беженцев из Украины, находящихся в Берлине, главный вопрос — это квартира, жилье. Жилья нету, то есть в том же самом Тегеле люди живут месяцами, хотя изначально центр подразумевался, что человек может пребывать там неделю максимум, и условия там, конечно, не предназначены, чтобы там жить месяцами. То есть это самый острый вопрос. Нехватка переводчиков, нехватка какого-то сопровождения. Я думаю, это проблема, с которой сталкиваются все русскоязычные беженцы или не немецкоговорящие люди. В различных амтах, офисах, бюрократических каких-то моментах, аспектах нужна помощь, этого не хватает. Меня зовут Игорь, я один из организаторов акции «Политзаключенные России» или «Узники Путина». Вот, соответственно, тут помогаю организовывать. И вот, в частности, я писал этот текст про Азата Мифтахова, участвовал в создании выставки. Но я, конечно, слышал, что многие россияне уехали после начала войны, потому что не хотят это никак поддерживать, там и активно, и косвенно как-то, Сам я немного раньше, довольно сильно раньше уехал в Германию, но потом вернулся и жил в России до начала вторжения, собственно, я жил в Москве, и в апреле 22 года тоже переехал уже окончательно в Германию. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, почему русскоговорящая комьюнити настолько разобщенная и настолько как-то такое есть ощущение, что не готовы помогать друг другу? То есть почему у нас нет какой-то такой диаспоры, которая объединяется по всей Германии и как бы готова как-то пропитать нитями и сетями эту всю историю и просто всех нас объединить? Я по образованию филолог-лингвист, преподаватель русской литературы. Я могу сказать, что в середине 19 века Тургенев в своих романах, которые не так популярны в российских школах, писал этот вопрос, когда же российская оппозиция объединится. То есть это 1860 год, 1850-е годы. И если почти 200 лет назад человек не смог на это ответить, я думаю, что я сейчас тоже не смогу. Мы не разобщены, мы очень разные. Мы приехали в разное время, да, у нас существует, там ведутся разные споры, там дискуссии, разногласия, так далее и тому подобное. Но чтобы мы прям совсем были разобщены, нет, потому что придите сюда и... Это извечная проблема. Это проблема не только у нас, это и у оппозиции российской проблемы, это много у кого. Потому что каждый, так сказать, начальник, выразимся, диаспоры, да, глава движения, некий вождь, некий организатор, каждый хочет сделать что-то свое. Каждый хочет, чтобы было его и никакое больше. А соединиться мы не можем, потому что просто, видимо, я считаю, что раз этого не произошло, значит, может быть, это не так сильно и нужно.
То есть, конечно, мне бы хотелось видеть все-таки тоже единую какую-то вот русскую тусовку, русскоязычную тусовку в Германии, не только в Берлине. Но, опять же, как бы все хотят что-то свое, у всех какой-то свой взгляд, и не хотят просто люди идти на уступки друг другу, не хотят идти на компромисс, вот я так считаю. Но опять же, это вопрос времени, будет, обязательно будет, обязательно. Вопрос только времени. Там, где будем мы, там будут наши единомышленники. И там будет наша общность. Ну, вы знаете, я думаю, что в диктатурах это часто бывает, и все-таки граждане Российской Федерации или бывшие граждане Российской Федерации, даже если они уже, пусть даже много лет живут за рубежом, это все равно люди, прошедшие через практику диктатуры, поэтому у них есть базовое недоверие друг к другу, у них есть очень большое количество подозрений и вообще огромная фрустрация и желание просто, чтобы от них отстали, они, как правило, не хотят ни в чем участвовать. Это люди не за и не против, это люди, которые просто от всего устали и хотят жить своей частной жизнью. А как ты считаешь, какая вообще помощь нужна беженцам? Какой, может быть, чего-то не хватает? Может быть, что вообще вот нам, ну, как не нам, а тебе, вот, как с твоей точки зрения, что вообще нужно беженцам и чем нужно помочь? Я скажу так, конкретно мне не хватает, по сути, 3 вещей. То есть, во-первых, мне не хватает, конечно, моего паспорта, потому что даже с заграничным паспортом, да, как минимум можно проходить авторизацию, там, допустим, по той же симке, по Aufenthaltsgestattung, симку делают не везде. Конечно, мне не хватает разрешения на работу, я готов работать официально, но мне нельзя. Вот. И получается, конечно, мне не хватает разрешения, возможности поступать учиться, ну, потому что, по сути, такой возможности у меня нет. Ну, я бы делал как? Я считаю, что вот беженцам, так же, как и украинским, нужно не отбирать у них, во-первых, паспорта, значит, выдать сразу, грубо говоря, там, на год, на 2, там, да, разрешение на жительство, на работу, на учебу. Беженец приехал, нашел себе жилье, нашел работу, нашел учебу, ну, молодец, остается. Не нашел, ну, значит, не нашел. Вот. Ну, конечно, какие-то пособия какие-то, конечно, они нужны. Я благодарен, что они есть. 400 евро в месяц платится нынче. Это помогает, правда, это помогает. Вы знаете, мы еще после объявления мобилизации 21 сентября писали петицию на эту тему и долго думали об этом, что вообще требовать от правительства Германии и разных немецких ведомств. И мы поняли, что, во-первых, в Германии нет консенсуса по поводу того, принимать или не принимать вообще мобилизованных. Его не было, кстати, даже по поводу дезертиров. То есть дезертир — это тот, кто уже побывал на войне, кого уже мобилизовали и кому удалось каким-то образом уехать, а мобилизованный — это тот, кто либо получил повестку, либо, может быть, даже ее еще не получил, а сейчас вот с учетом этого реестра сформировавшегося электронного, насколько я знаю, даже и повестку уже физически не нужно получать, и в Германии абсолютно нет какого-то согласного мнения, уж тем более судебной практики по поводу того, что с этими людьми делать. Поэтому я думаю, что эту тему нужно продолжать лоббировать, и не секрет, что в том числе в российском комьюнити в Германии абсолютно по-разному к этим людям относятся, да, и как бы не все их поддерживают, и такой вопрос, как бы, что вы делали 8 лет и почему вы раньше не протестовали, его часто задают, и во многом, как бы, он имеет место быть, да, но одно не исключает другого. Я считаю, что все равно нужно всяческую поддержку мобилизованным ребятам оказывать, кто оказался сейчас в Германии, нужно продвигать эту тему, чтобы немецкие ведомства, миграционные ведомства в том числе, признавали их беженцами и помогали им интегрироваться в немецкое общество и устраивать свою жизнь. Это одно. И второе, то, что мы тогда требовали, и, в принципе, я считаю это очень рациональным требованием, сейчас, к сожалению, для этой группы лиц тоже применяется Дублинское соглашение, так называемое. Многие не едут с визами Германии, потому что просто очень сложно эту визу получить.
Вот, поэтому это на самом деле очень плохая практика, если этих людей будут депортировать в страны Балтии или Польши, где они, скорее всего, политическое убежище не получат. Поэтому нужно требовать, в том числе, чтобы Дублинское соглашение в этих кейсах не применялось. Ну, во-первых, юридическая помощь, во-вторых, наверное, бытовая какая-то. Ну, мне кажется, проблем может быть миллион, начиная от каких-то, ну, просто какой-то шок там, ну, начиная с каких-то психологических, что просто шок, до каких-то бытовых проблем, любых, с жильем, то есть, может быть, помощь там с мебелью, найти что-то, просто каких-то подсказать юристов, ну, что угодно. На самом деле, мне кажется, вот, мне нравится пример кубинской диаспоры в США. Вот люди действительно помогают друг другу, даже создают какие-то бизнесы или некоммерческие организации, куда приглашают просто своих тоже, как сказать, ну, товарищей, которые тоже уехали, сбежали и помогают друг другу, потому что это очень важно. Особенно, когда люди уехали часто внезапно после войны, не готовились к этому. Это, конечно, может быть очень тяжело. Если бы ты хотел как-то помочь нашему русскоговорящему комьюнити, чем бы ты смог помогать? В принципе, у нас в Берлине есть, получается, вот я сейчас сам играю 2 русскоязычных театра, один кукольный, второй драматический, вот. Чем я могу помочь? Я могу приглашать на спектакли, давать проходки, если мне, конечно, начальство разрешит. Вот. Я могу помочь, в принципе, и руками. Ну, вот. Я знаю немецкий, могу помочь кому-то с переводом, если это нужно. Вот. Плюс я могу помочь кому-то в плане, если нужно где-то найти еду или одежду, потому что я уже знаю, где в Берлине можно все это получить либо бесплатно, либо за копейки. То есть, как бы, нерешаемых проблем нет. В 2005 году, когда мы с родителями переехали на какое-то время, они остались, я был. Но я видел, что немного была более аполитичная такая диаспора, тех, кто переехали. Но вроде как жизнь была такая сытая относительно. Наверное, это людей не интересовало. Было много людей там, которые были за Путина и так далее. Но сейчас я как раз вижу, что уехали те, кто против войны, против Путина. В общем-то, очень активные люди. И мне кажется лично, что ситуация начинает меняться, потому что и мы организуем какие-то мероприятия, уже есть какие-то пространства, люди могут приходить что-то делать. То есть, что касается Берлина, мне кажется, жизнь налаживается потихоньку. После ареста Навального вот за эти, собственно, 2 года комьюнити какое-никакое сложилось, и сейчас есть как минимум 2 зонтичные организации. Одна называется «Платформа», другая называется «Альянс», в которой, в частности, вот наша инициатива «Демократия и я» входит, которые пытаются объединить абсолютно разные инициативы. Кто-то занимается вопросами ЛГБТ, как, например, «Квартира», кто-то занимается поддержкой беженцев, кто-то занимается построением и комьюнити, и оказанием базовых консультаций, как, например, Reform Space, кто-то занимается построением гражданского общества и гражданской солидарностью, проведением акций гражданской солидарности или протестных акций, как вот наша инициатива. То есть каждый, в принципе, занимается своим, и наша цель как-то их всех объединить и предоставить, наверное, площадку и призвать к солидарности, взаимовыручке и взаимоподдержке. Мне кажется, можно брать опыт тех людей, у которых, допустим, в Берлине что-то получилось, и перенимать там в других городах, если речь там, не знаю, про Магдебург, любые, Гамбург, все что угодно. То есть, мне кажется, потихоньку это будет создаваться, то что уже процесс пошел. Главное, что когда собираемся вместе, когда люди собираются вместе, в принципе, любую проблему можно решить. То есть что-то есть у меня, что-то есть у тебя, что-то есть у другого человека, да? И как бы складываясь вместе, мы эту проблему решим. Мой последний вопрос это о том, как вы считаете, немецкое общество на нас реагирует? Оно вообще видит то, что мы приехали сюда, что мы здесь, что мы пытаемся интегрироваться, что мы стали соседями, что мы стали друзьями, что мы становимся, не знаю, почтальонами и пытаемся интегрироваться в это общество? Как с вашей точки зрения вообще вот конкретно немецкое общество на нас реагирует и видит ли оно вообще нас? Ну, вы знаете, мне кажется, как минимум агрессии нет, или, по крайней мере, я ее не замечала.
По поводу того, видит ли немецкое общество россиян, которые конкретно оппозиционно настроены к Путину, ну, конечно, не всегда. Во-первых, потому что тех россиян, которые либо никак не проявляют свою позицию, либо поддерживают даже агрессивную войну Путина в Украине, их на самом деле, к сожалению, очень много. И они умеют хорошо себя показать. И этим занимаются, к сожалению, не только россияне, очень много и граждан Германии или даже этнических немцев, которые тоже эту позицию поддерживают. Вот. С другой стороны, как вы правильно заметили, россияне не всегда объединены, но я думаю, чем больше они будут объединяться и чем больше будут себя показывать, тем заметнее их будет, и я вижу, что в немецких ведомствах даже на самом высоком уровне уровень поддержки очень высок, поэтому, в принципе, у россиян есть все перспективы. Мне кажется, что людям, да, из какого-то постсоветского пространства проще интегрироваться в Германии, чем, например, людям, которые едут с каких-то других стран, да, может быть, более восточных, там, у нас более схожие культуры, наверное, как мне кажется. Но непосредственно касательно россиян, я думаю, что нас не очень хотят замечать, просто потому что сейчас и так столько проблем. Плюс есть очень острый аспект помощи украинским беженцам, который является более первичным. И поэтому на еще остальных беженцев сложно всем внимание уделить. Но мне кажется, Германия делает очень хорошую работу в этом плане. Ну, одно скажу точно, не замечать немцы не могут. Это невозможно. В Берлине, в других городах Германии, вот где я бывал, в крупнейших, по крайней мере, очень много русскоязычных людей. В Берлине вообще вот в метро поди прокатись, там через человека все по-русски будут говорить. Мне кажется, немцы, мне как кажется, если бы немцы были ярко против, вот одно знаю, если бы немцы были бы ярко против, уже бы всех отсюда давно выперли, потому что немцы молчать не будут. Но я думаю, что для них это уже в норме, потому что очень много переселенцев, вот это Шпетаузитля, да, которые русские немцы, очень много украинцев, очень много сюда и раньше приезжало, там, с Казахстана, с России и так далее. Мне кажется, немцы как минимум, если и не рады, но, по крайней мере, немцы, с которыми общался я, да, в 100% случаев не имеют ничего против. Но приехали, если люди как бы не ведут себя как быдло, да, соблюдают закон, учат язык, учат культуру, да, общаются нормально, работают там где-то, то есть, не ведут себя как быдло, то никто и не против, потому что это, в принципе, политика Евросоюза, да, что Европы. Все мы разные нации, на разных языках говорим, но все мы вместе даже, да. Соседние просто страны, вот Франция и Германия, да, там принципиально разные страны, но при этом все равно вместе. И Россия когда-нибудь тоже, и Украина, и Россия, они интегрируются вот в это вот все мы вместе. Вопрос, опять же, времени. Ну, конечно, не с нынешней политикой России. Немцы очень разные. Вот те, которые сейчас мимо нас проходят, они нас видят, да. За всех немцев не могу сказать. Я думаю, что да, те, с кем я общаюсь, да, так сказать, очень общий вопрос, и у него не может быть общего ответа, да. То есть мы делаем все для того, чтобы показать нас это прежде всего противников режима, тех самых противников войны. Потому что, да. Потому что, так сказать, поддерживающих Путина, которые здесь тоже есть, естественно, с ними у нас никакой общности нет. Мне сложно говорить про всех жителей Германии. Я могу рассказать свой личный опыт. У меня коллеги как раз из Германии, и я им рассказываю, то есть они молодые довольно, из западной, Германии изначально, если так можно говорить, и они это уже понимают, то есть если им рассказывать, они это понимают. Понятно, что есть молодежь, которая вообще не в курсе там политики, им надо прям рассказывать про все, про иммиграцию, про репрессии, потому что людей это на самом деле не очень интересует. Но вот мне кажется, именно с молодежью очень хорошо заходит, если объяснять, то люди вполне это понимают и понимают, что это надолго, и что надо тоже как-то помогать, поддерживать, хотя бы морально или еще как-то. В частности, своим друзьям, кто сейчас находится на территории России, кто собирается не оформить беженство, а оформить соискателя беженства, да, то есть прилететь сюда и попросить убежище. Я им говорю всем, вы прилетайте, да, я приеду в аэропорт, да, там к вам, давайте встретимся, я помогу, проведу и так далее, потому что
все-таки есть свои правила игры, да, в вопросах беженства. И не всегда эти правила игры, так скажем, очевидные. Очень много телеграм-каналов. То есть, например, мало кто знает, но если человека депортируют по Дублину, ну, к примеру, да, там в ту же Финляндию или Литву, или там Францию, или еще куда-то, это не является арестом. То есть полиция приходит, но полиция не арестовывает, а припровожает. Это разница. Вот, и получается, если я свободный человек, да, ну не я, не дай-то бог, да, а вот тот, кого депортируют, если он свободный человек, он имеет право, например, на медицинскую помощь. А если ему плохо, его депортировать нельзя.